Джентльмен Джо Артур Конан Дойл. Именно под таким именем он был известен в банковском доме Дукат, Гульден и Дукат, точнее, в том его филиале, который вел весьма процветающие дела в крупном торговом городе Бёрчспул. Однако стоило познакомиться с ним хотя бы минут 5, как любому непосвященному становилось ясно, этот с виду уважительный эпитет был присвоен господину Джозефу Смиту и его коллегами-клерками скорее из тонкого чувства юмора, нежели за какие-то исключительные права на принадлежность к благородному сословию. Даже случайный клиент, чье знакомство с Джо ограничивалось лишь созерцанием его самодовольной ухмылки и массивной часовой цепочки по ту сторону начищенного до блеска махагонового стола, или же восхищением тем, с каким усердием он слюнявил большой палец, перелистывая неподатливые страницы бухгалтерской книги, должен был поразиться столь неподходящему прозвищу. Для нас же, тех, кто, так сказать, сидел у его ног и изумлялся той войне за независимость, которую он вел против королевского английского языка, партизанской войне, заключавшейся в регулярных нападках на придыхательные звуки и безжалостном отсечении окончаний в словах, для нас наше причудливое прозвище было шуткой чистейшей воды. И если что-то и могло усилить наше наслаждение, так это то невинное простодушие и серьезность, с которыми наш сослуживец принял это сомнительное звание и после одного слабого протеста навсегда усвоил его как свою личную прерогативу и законное право. Обстоятельства этого протеста заслуживают того, чтобы быть зафиксированными. До прибытия господина Джозефа Смита из отцовской тренировочной конюшни его отец был успешным спортивным зазывалой, который со временем переквалифицировался в тренера. Наша контора считалась исключительно аристократической. Уэлстед, наш старший клерк, был прекрасным, статным молодым человеком 26 лет, происходившим из шотландского рода. Время от времени он, как давали понять, туманно намекал на угасший титул графа Стерлинга. Далан и Марби были выпускниками Оксфорда, людьми с хорошими связями и прекрасно начитанными. Малыш Спаркинс был сыном священника высокой церкви, а в моих жилах текла кровь лучших родов Уэльса. Надо ли удивляться, что наше достоинство было глубоко оскорблено появлением кричаще одетого, чехоточного вида юнца с булавкой в форме подковы в галстуке, расцветка которого напоминала спектральный анализ, прямо на том стуле, который только что освободил мой старый университетский друг Вернон Хокинс, самый воспитанный и тихий человек на свете. В течение нескольких дней мы ограничивались лишь наблюдением за повадками и привычками этого существа. В его вульгарности была некая дерзость и счастливое неведение о том, что он может кого-то обидеть, что буквально обезоруживало всякую критику. Но когда он начал обращаться к нам не иначе, как «старые кореша», и зашел так далеко, что сыграл злую шутку с малышом Спаркинсом, в наших сердцах зашевелился дух сопротивления, и Уэлстед, как обычно, был выдвинут вперед в качестве нашего представителя. «Видите ли, Смит», — заметил он своим самым томным тоном, — «вы проработали в нашей конторе сравнительно недолго, но уже научили нас многому из того, что было нам в новинку. В вашем характере есть естественная жизнерадостность, которая выдает в вас человека, созданного блистать в самых изысканных кругах. До вашего появления мы никогда не додумывались называть дам кобылками и не слышали о настоящих джентльменах, которые, по вашим словам, часто посещали заведения вашего отца. Все это интересует и радует нас. Позвольте же нам выразить признательность за ту честь, которую ваше общество оказывает нам, и окрестить вас джентльменом Джо, а дерзость, с которой мы обращаемся с вашим именем, просим извинить ради красивого созвучия». Большая часть этой речи, должно быть, прошла мимо ушей господина Джозефа, но никогда еще столь изощренный сарказм не проваливался с таким треском. Вместо того, чтобы оскорбиться, на что мы так неистово надеялись, он разразился безудержным хохотом и в знак восторга хлопнул себя черной эбеновой линейкой по ноге, обутой в гамаше. «Ха-ха!» — взревел он, извиваясь на вершине высокого стула. «Что только скажет отец!»
Господи, подумать только. Джентльмен Джо, а? А ведь вы правы, черт возьми. Вы правы и даже не стыдитесь в этом признаться. Я так и говорил, когда сюда ехал, отец, говорю я научу их паре фокусов. И ведь научил, разве нет? Конечно, мы тут все джентльмены, раз уж клерков обычно за таких считают, но все-таки есть разница, когда человек лично общался с настоящими господами. Вы можете звать меня джентльмен Джо, и мне это в удовольствие, но только не в обиду другим в этой комнате, хотя, пожалуй, ни один из вас никогда не видел, как настоящий граф с наградным поясом хлопает вашего отца под дыхало и орёт: «Ну и хитрый же ты старый мошенник, Смит, уж ты-то точно знаешь, почем фунт лиха». Выражение лица Уэлстеда при мысли о том, что его страдающий подагрой родителю достаивается подобного знака внимания со стороны знати, было настолько комичным, что мы все покатились со смеху. Это положило конец первой и последней попытке подшутить над нашим деревенским сослуживцем. Правда, вся его жизнь проходила под непрекращающимся дождем из мелких подколок и подшучиваний, а новое прозвище окончательно вытеснило старое имя. Однако в этом человеке жила какая-то непробиваемая простота и поразительное умение превращать самые колкие замечания в комплименты. Это делало его крайне неудобным объектом для нападок. На любые намеки по поводу его шляпы, галстука или любой другой причуды в одежде он неизменно отвечал своим громоподобным лошадиным хохотом. После чего принимался горячо советовать дозволить ему заказать из провинции точно такие же вещи для каждого из нас. «Да у вас в Бёрчспуле и купить-то нечего с изюминкой», — говаривал он. «Ей-богу, я знаю у себя дома одно местечко, где можно взять воротничок в лисьих хвостах, а не эту вашу унылую белизну, которая, как ни крути, выглядит блекло». Мне кажется, он искренне думал, будто лишь нехватка денег заставляет нас отказываться от покупки подобных предметов роскоши. Поэтому он так и норовил ввергнуть намеки в духе: «Для вас это ничего не будет стоить», звеня при этом мелочью в карманах брюк. Городская жизнь не пошла Джозефу на пользу. Напротив, он стал портиться. За первые 6 месяцев, что он удостаивал нашу контору своим присутствием, он не только не растерял тех черт, которые принес с собой из отцовских конюшен, но и привил к ним все самое отвратительное, что только есть в городском пижонстве. Первыми тревожными симптомами стали подозрительно напомаженные воском полдюжины волосков, украшавших его верхнюю губу, а также появление крупного перстня зеленоватым стеклянным бриллиантом. Затем он отважился на монокль. А под конец и вовсе облачился в белый ульстер в крупную черную клетку. В этом пальто он походил на узника клетки, у которого с одного конца торчит голова, а с другого — ноги. «Настоящий джентльмен обязан носить такие вещи», — заявлял он. Когда видишь подобный прикид, сразу с первого взгляда понимаешь, кто мужлан, а кто нет. С этим утверждением мы все соглашались самым душевным образом. Несмотря на все эти чудачества, мы научились не просто терпеть нашего джентльмена, но даже привязались к нему. По правде говоря, мы и сами не знали, насколько сильно это чувство, пока он не укатил в деревню в 2-недельный отпуск. С собой он увез ульстер, монокль, перстень и все остальное, что было призвано поразить деревенских жителей и выдать в нем прирожденного приятеля титулованного графа. После его отъезда в конторе образовалась самая настоящая пустота. Одинаковый уровень воспитания нас 5 лишал жизнь всякой остроты. Даже Уэлстед, который не взлюбил его с самого первого дня, был вынужден признать, что с Джо было весело и что он желал бы его возвращения. В конце концов, пусть его смех и был навязчивым, зато шел от чистого сердца, а на каждой морщинке его простоватого, вульгарного лица были запечатлены искренность и добродушие.
Поэтому мы испытали неподдельную радость, когда в одно прекрасное утро едва открылись двери, услышали с улицы громкий охотничий клич и увидели, как наш друг вальяжно входит в контору, еще более нелепый и разодетый, чем прежде. Наш управляющий банком, господин Ньюсом, был прекрасным малым и находился с нами в самых дружеских отношениях. Поскольку все мы были холостяками с весьма ограниченным кругом знакомых в Бёрчспуле, он любезно открыл для нас двери своего дома. Редко проходила неделя, чтобы мы не наслаждались там музыкальным вечером, который неизменно завершался одним из тех изысканных легких ужинов, какими славилась госпожа Ньюсом. В таких случаях, поскольку любые разграничения были бы обидны, джентльмен Джо присутствовал во всем своем великолепии. На нем была огромная белая рубашка с пышным жабо, в центре которого мрачно поблескивал еще один стеклянный осколок. Это украшение, вкупе с часовой цепочкой, напоминавшей якорную цепь шхуны, было его единственной попыткой пустить пыль в глаза. Ведь, как он сам говаривал, не по-джентльменски это — показывать, что ты богаче своих соседей, даже если это так. Слишком уж смахивает на дешевое хвастовство, понимаете ли. Джо был неиссякаемым источником веселья для Сисси Ньюсом, озорной черноглазой шатенки 18 лет, единственной дочери управляющего. Мы все в свое время были влюблены в Сисси, но нам пришлось отступиться, едва мы поняли, что ее сердце уже не свободно. Чарльз Уэлстед знал ее с самого детства, и привязанность ранней юности переросла во взаимную любовь. Никогда еще не было пары, более нежно привязанной друг к другу, и пары, чей жизненный путь казался столь гладким, ведь старший Уэлстед был близким другом Ньюсома, а перспективы Чарльза были самыми блестящими. В те приятные вечера, о которых я уже упоминал, было забавно наблюдать, как Джо влетал в гостиную и всеми силами пытался занять место поблизости от молодой леди, выказывая при этом полнейшее пренебрежение к любым знакам внимания, которые он по долгу вежливости должен был оказывать ее родителям. Если ему удавалось занять заветное место, он откидывался на спинку стула с тем, что сам считал непринужденным благородством, и почивал ее бесчисленными историями про лошадей и собак, изредка перемежая их воспоминаниями о крупных шишках, имевших деловые отношения с его отцом. В таких случаях мисс Сисси самым потешным образом передразнивала его прямо в лицо, сохраняя при этом скромный вид, как мышка, пока Уэлстед опирался на пианино, не зная толком, смеяться ему или злиться. Однако даже он обычно не выдерживал, когда эти двое принимались обсуждать этикет, и Джо в своем амплуа джентльмена излагал взгляды на то, в каких случаях парню следует поднимать шляпу, а в каких — нет. Спор обычно завершался взрывом хохота со стороны всех присутствующих, к которому присоединялся и Джозеф, хотя и громко заявлял, что совершенно не понимает сути шутки. Как известно, играть с острыми предметами — дело опасное. Я никогда не был уверен, знал ли Смит, как обстоят дела между Уэлстедом и молодой леди. Я склонен думать, что поначалу он не знал. Возможно, если бы кто-то сообщил ему об этом тогда, он смог бы совладать со своими чувствами и удалось бы избежать много горя. Для нас, молодых людей, уже прошедших через подобное, было очевидно, к чему все идет, но мы помалкивали, чтобы не портить то, что считали первоклассной шуткой. Сисси, возможно, тоже все видела и слегка подзадоривала его ради озорства, по крайней мере, барышням не откажешь в проницательности в таких делах. Смит определенно вел свое безнадежное ухаживание с поразившим нас упорством. В рабочие часы он жил словно в полусне, размышляя на своем высоком стуле, будто какая-то думающая птица, из-за чего постоянно путался в счетах, а каждый вечер его заставали за тем, что он мешал свиданию тетрастету Уэлстеда в угловом доме на Элден-стрит. Наконец грянул гром.
Не было нужды спрашивать, что произошло, когда в одно прекрасное утро малыш Джо тихонько прокрался в контору с растрепанными волосами, меланхоличным лицом и глазами, покрасневшими от бессонной, беспокойной ночи. Мы так и не узнали подробности его отказа. Достаточно сказать, что ему раз и навсегда дали понять, между ним и мисс Сисси Ньюсом лежит непреодолимая пропасть. Он держался мужественно, пытался замкнуть свое горе в сердце и скрыть его от праздных взоров окружающих, но стал совсем другим человеком. То, что для нас было лишь мимолетным увлечением, пустило корни в самой его душе и разрослось там так, что он, едва заметивший, когда оно было посажено, теперь оказался не в силах вырвать его. Испытание, через которое он прошел, в значительной степени очистило его от вульгарности, приглушив его природную развязность. И хотя он время от времени все еще пытался выдать свое «ха-ха», это выходило болезненно неестественно и куда больше напоминало погребальный плач, нежели веселье. Хуже всего было то, что с каждой неделей окутывавшее его уныние лишь сгущалось. Мы начали подозревать, что наша оценка его характера была поверхностной и что в душе этого маленького человека таились глубины, о существовании которых мы даже не догадывались. Прошло 4 месяца. За это время никто из нас особо не изменился, за исключением джентльмена. Мы мало видели его вне рабочих часов. Где он проводил остаток дня, оставалось загадкой. Однажды поздно ночью я встретил его в доках. Он шел, спотыкаясь среди рымов и цепей, совершенно не думая о том, что любая оплошность или неверный шаг могут отправить его в вечность. В другой раз я заметил укутанную в плащ фигуру, таившуюся в тени у дома на Элден-стрит. При моем приближении она бросилась на утёк за угол. Его от природы нездоровый цвет лица стал настолько мертвенно-бледным, что рыжеватые брови и усы выделялись на нем темными пятнами. Одежда мешком висела на его фигуре. Монокль был заброшен. Даже некогда роскошный перстень, казалось, приобрел какой-то сумрачный и печальный блеск, словно сопереживая чувствам своего владельца. Его манера поведения утратила прежнюю дерзость, став робкой и замкнутой. Сомневаюсь, что кто-то из его деревенских знакомых узнал бы своего разодетого Джозефа в этой шаркающей, неряшливой фигуре, которая непрекаянно бродила по конторе «Дукат, Гульден и Дукат». Срок вступления Уэлстеда в брак стремительно приближался. Было решено, что после свадьбы его переведут на должность управляющего в другой филиал в отдаленной части страны. Это грядущее расставание в нашем маленьком кругу еще сильнее сблизило нас, и мы тем более сокрушались, что общая гармония нарушалась несчастьем одного из наших товарищей. Если бы мы могли хоть как-то подбодрить его, мы бы обязательно это сделали, но в его облике, несмотря на все его пижонство, было что-то такое, что запрещало даже сочувствие на столь священную тему. Он попытался напустить на себя беззаботный вид, когда в субботу в полдень присоединился к нашим общим пожеланиям удачи Уэлстеду. Это было накануне понедельника, на который назначили свадьбу. Мы думали тогда, что не увидим нашего сослуживца до тех пор, пока он не предстанет перед нами уже в роли жениха. Как мало мы догадывались о катастрофе, которая надвигалась на нас. Я хорошо помню тот субботний вечер. Стоял январь, и чистое зимнее небо с проблесками полярного сияния в северной его части раскинулось над огромным городом. В воздухе чувствовался легкий мороз, а земля весело хрустела под ногами. Один из моих коллег-клерков, Далан, и я весь день не отходили от малыша Смита, потому что в его глазах блуждал какой-то дикий огонек, заставлявший нас думать, что оставлять его наедине со своими мыслями может быть небезопасно. Мы пообедали в ресторане, а после заглянули в театр, где мертвенно-бледное лицо Джо в портере наводило страшную тоску на все представление пантомимы. После ужина мы не спеша шли домой, было уже между 12 и часом ночи,
когда вдруг увидели на небе огромное багровое зарево, какого никогда не давало полярное сияние. Мимо нас со свистом и грохотом пронеслась пожарная машина. Крупнокосные, лохматые лошади несли ее с такой скоростью, что мы успели лишь мельком заметить вспышку огней и группу бородатых голов в касках, словно повисших в темноте. Я всегда питал слабость к пожарам. Есть что-то величественное и возвышающее в непреодолимом натиске огромного потока пламени. Я мог бы рассуждать о пожаре так же, как Шатобриан рассуждал о Ниагаре. Далан был того же склада ума, да и джентльмен был готов бежать куда угодно, лишь бы отвлечься от собственных мыслей. Мы все трое бросились бежать в сторону пожара. Сначала мы бежали не спеша, труся трусцой вместе со множеством других людей, спешивших к той же цели. Затем, когда мы приблизились к хорошо знакомому нам кварталу города, мы почти невольно ускорили шаг. Наконец, на полной скорости завернув за знакомый угол, мы резко остановились и молча уставились на бледные лица друг друга. Там, всего в 100 ярдов от нас, высился угловой дом на Элден-стрит, дом, под чьей гостеприимной крышей мы провели столько счастливых часов. Красные языки пламени уже лизали весь нижний этаж, вырываясь из каждой щели и трещины, в то время как густая пелена дыма полностью заволакивала верхние окна и крышу. Мы вместе бросились сквозь толпу и пробились к свободной площадке, где пожарные подключали свои шланги. Едва мы добежали до них, как полураздетый человек, босой и растрепанный, принялся умолять начальника пожарной команды, неистово хватая его за руку и указывая вверх, на темные клубы дыма, которые уже прорезали острые зигзаги взмывающего ввысь пламени. «Слишком короткая!» Закричал он голосом, в котором мы с ужасом узнали господина Ньюсома. «Этого не может быть. Этого не должно быть. Есть же другие способы спасения. А, Боже мой, она же горит, задыхается, страдает. Сделайте же что-нибудь. Спасите ее. Мое дитя, моя прекрасная девочка, единственная, кто у меня есть». В агонии своего страха он упал к ногам пожарного, моля о помощи. Я был парализован ужасом происходящего. Вся ситуация стала понятна с первого взгляда. Там, едва различимое сквозь дым, виднелось окно Сисси Ньюсом, а под ним, отделенное широким пространством стены, высилась верхушка пожарной лестницы. Ей не хватало добрых 12 футов. Весь нижний этаж представлял собой одну бурлящую массу огня, так что подойти с той стороны не казалось возможным. Жуткое чувство бессилия охватило меня. Из окна молодой леди не доносилось ни звука, хотя ползучие струи пламени уже взобрались туда и обвили его своими красными гирляндами. Помню, как в глубине души я молился о том, чтобы она задохнулась во сне и так и не проснулась навстречу этой ужасной реальности. Я уже говорил, что на мгновение мы были парализованы. Но это оцепенение быстро рассеялось. «Сюда, ребята!» — крикнул решительный голос, и Чарли Уэлстед пробился к нам с пожарным топором в руке. Мы ринулись за ним, когда он побежал к задней части дома, где находилась дверь, которой обычно пользовалась прислуга. Она была заперта, но пара ударов разнесла ее в щепки. Мы взбежали по каменной лестнице из кухни, штукатурка летела хлопьями вокруг нас, а плиты были настолько горячими, что прожигали подошвы наших сапог. Наверху лестницы оказалась вторая дверь, толще и прочнее первой, но уже почти насквозь обугленная огнем. «Расступись!» Тяжело дыша, выкрикнул Уэлстед, замахиваясь топором. «Не делайте этого, сэр!» — крикнул дюжий пожарный, хватая его за запястье. По ту сторону двери сплошной огонь. «Пусти меня!» — взревел Чарли.
Если вы ее вышибете, мы все трупы. Пусти меня. Бросьте топор, сэр. Бросьте его. Завязалась секундная борьба, и топор с грохотом упал на каменную ступень. Но не успел он упасть, как кто-то подхватил его. Из-за густого сизого дыма я не разглядел, кто именно. Человек промчался мимо пожарного, раздался треск разлетающегося замка, и огромный язык пламени, словно сорвавшийся с цепи пес, вырвался наружу и поглотил нас. Я почувствовал его обжигающий укус, когда он лизнул мое лицо, и больше ничего не помнил, пока не пришел в себя, прислонившись к дверному косяку. Я жадно вдыхал прохладный, свежий ночной воздух, а Уэлстед, страшно обгоревший, неистово вырывался из рук державших его пожарных, которые не пускали его обратно на лестницу, превратившуюся теперь в сплошную стену огня. «Назад, сэр!» Услышал я ворчание этого честного малого. «Разве одной загубленной жизни мало?» Тот коротышка, который в гамашах, тот самый, что выбил дверь, он пропал. Я сам видел, как он прыгнул прямо в самое пекло. Ему уже не вернуться. Вместе мы вывели Уэлстеда обратно к фасаду дома, все трое шатались, как пьяные. Пламя бушевало сильнее прежнего, но верхний этаж и крыша все еще возвышались над ним, словно черный остров в огненном море. Окно мисс Сисси оставалось темным и закрытым, но деревянная рама вокруг него уже тлела. Никаких признаков того, что там бьется женское платье, не было. Как страшно было стоять и ждать конца, будучи бессильными протянуть руку помощи. Бедный Уэлстед припал ко мне, рыдая как ребенок. Жуткое желание закралось в мое сердце, мне хотелось увидеть пламя в той комнате, чтобы знать, что все кончено и ее мучения прекратились. И вдруг я услышал треск вылетающего наружу стекла. Я опустил голову, чтобы не видеть того самого, чего только что желал. И в то же мгновение до моего слуха донесся крик 10 000 голосов, крик столь дико восторженный и безумно ликующий, что я больше и не надеюсь услышать подобное вновь. Уэлстед и я подняли глаза. Балансируя на узком выступе за окном, за которым я только что наблюдал, стоял человек, словно обрамленный огнем. Его одежда висела на нем обгорелыми, обугленными лохмотьями, а сами волосы были объяты пламенем. Сквозняк, возникший от выбитого окна, раззадорил пламя, так что позади него повис жуткий огненный занавес, а до земли было добрых 70 футов. И все же там, на тонкой полоске камня, лицом к лицу с вечностью, стоял Джо Смит, неотесанный и безграмотный, связывая вместе две простыни, пока внизу рыдали женщины, кричали мужчины и каждый поднимал руку, чтобы благословить его. Он покачнулся и исчез так внезапно, что мы испугались, не сорвался ли он, но в то же мгновение он вернулся. На этот раз не один, так как девушка, ради спасения которой он пришел, была перекинута через его плечо. Храбрый малый, похоже, сомневался в прочности своей самодельной веревки, потому что на протяжении этих 12 опасных футов он переносил собственный вес на почти раскаленную водосточную трубу, поддерживая мисс Ньюсом рукой, державшей простыню. Медленно, очень медленно они спускались, но, наконец, его ноги коснулись самой верхней перекладины пожарной лестницы. Было ли это сном, что я услышал донесшийся откуда-то сверху голос «Все в порядке, барышня», прежде чем разразился шквал аплодисментов и криков, заглушивший все остальные звуки. Мисс Сисси, скорее испуганная, чем раненая, была передана заботам своего полубезумного от горя отца, в то время как я помогал снять джентльмена Джо с лестницы. Он лежал на земле, тяжело дыша, весь обгоревший и обожженный, его спортивный пиджак превратился в обугленные лохмотья. При этом, как ни странно, разноцветный галстук и булавка в форме подковы уцелели в общем хаосе, представляя собой нелепый оазис среди пепелища.
Он лежал без слов и движений, пока мисс Сисси Ньюсом вели мимо него к карете. Тогда он сделал слабый жест рукой, показывая, что хочет поговорить с ней, и она наклонилась к нему. Ничье другое ухо, кроме моего, не уловило этот шепот. «Не горюйте, мисс», — сказал он, — «просто пришла не та лошадка. Он славный малый, куда лучше меня, и сделал не меньше, да только удача была не на его стороне». Грубоватая, простонародная речь, но у Сисси глаза затуманились слезами, пока она слушала, да и я, признаться, едва сдержался. После этого наша контора изрядно поредела. Поскольку Уэлстед и джентльмен были на больничном, за столами осталось всего 4, а пережитое потрясение лишило нас всякого оживления. Помню лишь одно замечание, на которое кто-то отважился в тот первый день. Унылое скрипение перьев продолжалось без перерыва больше часа, когда малыш Спаркинс оторвал взгляд от своей бухгалтерской книги и произнес: «Полагаю, в конечном счете его все-таки можно назвать джентльменом». «Куда более достойным, чем ты когда-либо будешь», — буркнул Далан, и мы снова погрузились в скрипение перьев. Я присутствовал на свадьбе Чарли Уэлстеда и Сисси Ньюсом, когда после долгой задержки ее наконец отпраздновали. По первоначальному уговору я должен был выступать в роли шофера, но мое почетное место уступили весьма невзрачному молодому человеку, чей внешний вид наводил на мысль, будто последние несколько недель он провел в горчичниках. Как бы ни романтично это ни звучало, этот юноша не только с полнейшим хладнокровием исполнил свои обязанности, но и с величайшей энергией и изяществом танцевал на последующих торжествах. Поговаривают, что эта его активность в сочетании с разного рода занимательными историями про лошадей и собак настолько покорила сердце одной впечатлительной молодой леди, что существует большая вероятность повторения свадебной церемонии. Если это случится, надеюсь, я смогу наконец вернуться к своей первоначальной роли шофера.